Всем привет! Сегодня у нас расклад «Как ты обесцениваешь саму себя?». Как всегда напомню то, что передо мной бумажка с вопросами, и давайте, я думаю, начнем. Единички. Первый вопрос: где ты молчишь, когда нужно говорить? Ну, знаешь, по картам, ты именно тогда молчишь, когда знаешь ответ лучше всех. Ну, там, на совещаниях, да, например, там начальник спрашивает, как проблему решить. Ты сидишь, молчишь, хотя ты уже там давно просчитал все варианты и знаешь, что делать. Ты видишь, как там коллеги чушь несут, там глупые идеи предлагают, но ты не встреваешь, конечно же. Сидишь, думаешь, ну пусть сами разбираются. И вот такая же штука в личной жизни у тебя. Подруга на мужика на своего жалуется, там, который ее использует. Ты сразу видишь всю картину со стороны, понимаешь вот это все, да, его поведение, его психологию, знаешь, что делать, но молчишь, киваешь, поддакиваешь, отдельного совета не даешь, потому что ты думаешь, а вдруг она обидится, если я правду скажу. У тебя, знаешь, есть удивительная способность видеть суть проблем и решения находить, потому что ты соображаешь быстро, хорошо в людях разбираешься, умеешь там ситуации анализировать, но все эти таланты ты прячешь под столом, так скажем. Боишься показаться, что ты умнее всех. Молчишь в самых важных моментах, когда твое мнение могло бы все изменить, когда там семья какое-нибудь неправильное решение принимает. На работе идут, как говорится, не туда. Друзья ошибки совершают. Ты все видишь. Ты видишь, куда все катится, но ты не вмешиваешься. А потом сидишь, думаешь, я же знала, что так получится. Вот такая судьба такая. Что ты боишься проявить в себе? Ну, знаешь, по картам свои страхи и неуверенность боишься показать. Тебе кажется, что если люди узнают, как тебе там иногда страшно, тревожно, они тебя перестанут уважать. И поэтому ты всегда держишь лицо, изображаешь уверенную, спокойную в себе там женщину. А внутри ураган. И знаешь, ты особенно боишься признаться, что у тебя проблемы с деньгами. Когда там подруги, да, например, идут там в дорогой ресторан, кафе, ты соглашаешься, хотя ты знаешь, что там будешь месяц экономить. Когда коллеги там покупки обсуждают, ты молчишь, потому что тебе приходится считать каждую копейку, тебе стыдно. Тебе стыдно, что у тебя, не такие возможности, как у других. И что ты делаешь? Ты зажимаешь все свои эмоции, которые кажутся тебе там, например, неподходящими. Это у нас что? Злость, обида, страх, зависть. Ты думаешь, что хорошая девочка, да, таких чувств не испытывает или не должна испытывать. Поэтому что ты делаешь? Натягиваешь лыбу и вид делаешь, что все в порядке. Ну а эмоции-то копятся внутри и, конечно же, отравляют тебе жизнь. Еще ты боишься по картам, знаешь, показать свою потребность, то, что тебе нужна поддержка, или защита. Тебе хочется, чтобы кто-то тебя пожалел, на ручки взял, приголубил, да, сказал, что все хорошо будет. Но ты думаешь, что взрослая женщина должна сама справляться, поэтому ты никогда помощи не просишь. И, конечно, не показываешь, что тебе там тяжело иногда. В каких моментах ты соглашаешься, чтобы не обидеть? Знаешь,
Ты устала воевать с людьми, у которых денег больше, власти больше. На работе начальник там дурацкие решения принимает, а ты не споришь. Ты думаешь такая: зачем мне портить отношения с тем, кто там зарплату мне дает? И соглашаешься там делать работу, соглашаешься, которая тебе не нравится, чужие обязанности брать, оставаться там допоздна, без доплаты. В личной жизни у тебя то же самое. С мужиком встречаешься, у которого денег больше, чем у тебя, и когда там он говорит что-то неприятное, да, или там принимает решение за двоих, ты молчишь. Ты боишься, что если будешь качать права, он найдет себе покладистую, моложе. Вот это твои любимые слова. Найдешь себе моложе. И ты думаешь, потому что у него есть выбор, а у меня нет. И ты знаешь, ты выбираешь спокойствие вместо справедливости. Лучше обиду проглотить, да, чем скандал устраивать. Лучше там согласиться, там допоздна на работе побыть, на какие-нибудь другие невыгодные условия, чем там рисковать и потерять работу. А лучше терпеть неуважение, да, чем остаться одной. Ты знаешь, ты в человека превратилась, который всегда идет на компромиссы. Причем компромисс — это обычно, когда двое довольны. Ты никогда. Ты податливая с теми, кто может тебе помочь с деньгами. Подруга богатая, если там предлагает съездить на дачу. Но ты терпеть не можешь эту дачу. Но ты соглашаешься, потому что она иногда счета твои оплачивает, денег дает. Ты продаешь свое время и комфорт за денежную поддержку. И ненавидишь себя за это. Что мешает заявлять? Ну, знаешь, твоя романтичность, как бы это ни звучало странно, но романтичность. Ты все еще веришь в сказки про принцев, про справедливость. Ты думаешь, что если ты будешь хорошей девочкой, то там тебя обязательно заметят, полюбят, туфельку эту долбаную примерят и все. Ты думаешь, что твоя доброта и твоя вот эта покладистость, да, они там будут принцем рано или поздно оценены. Что там, не нужно бороться за свое место под солнцем, оно само достанется тебе. И конкуренции ты боишься. Когда ты видишь там, что за твое место, например, на работе борется другая женщина, то ты отступаешь. Ты думаешь такая: ну, пусть берет, если ей так нужно, вот это место мое. Мужик, если у тебя с другой начинает общаться, то ты за него тоже не борешься. Ты думаешь, если он выберет ее, значит, такова судьба. Ты не веришь в свою способность победить в открытой борьбе. Тебе кажется, что там другие сильнее, другие умнее, другие красивее, другие удачливее. А у тебя шансов как будто нет там в честной конкуренции, поэтому ты даже не пытаешься бороться. Сразу сдаешься и в сторону уходишь. Знаешь, твоя мягкость, она в слабость превратилась. Ты думаешь, что агрессия такая, там, напористость — это плохо, что нужно быть женственной и тихой. Но знаешь, вот я тебе говорю, и ты запомни это. В реальном мире побеждают те, кто умеет за себя постоять. А ты все еще ждешь, что кто-то там придет и тебя защитит. Знаешь, правду какую я тебе скажу? Никто не придет. Никто не защитит. Защищать нужно себя самой. Больше никак. Понимаешь? Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, и мы перейдем ко второму варианту.
Двоечки. Напомню, что передо мной бумажка с вопросами, чтоб я чего-то не забыл, куда-то не туда не ушел. Первый вопрос: где ты молчишь, когда говорить нужно? Ну знаешь, ты молчишь вот тогда, когда у тебя есть готовое решение проблем. Вот давай по-другому объясню. Например, на работе там коллеги полчаса спорят, да? Как там лучше организовать это, другое, третье. А ты уже давно все просчитала и знаешь, вот прям хороший вариант, да, оптимальный. Но что ты делаешь? Сидишь молча, слушаешь пустую вот ихнюю болтовню, да, и думаешь, пусть сами разбираются. В семье тоже. Родственники, там, дети, муж, любые родственники обсуждают, например, там, как лучше, там, например, деньги из семейного бюджета потратить, да, куда поехать в отпуск или там, куда на шашлыки, кого на праздник пригласить и прочее. Ты все плюсы и минусы видишь каждого варианта. Можешь даже там четко объяснить, почему один вариант лучше другого, но что ты делаешь? Ты молчишь. Ты ждешь, пока они сами до всего додумаются. И самое поганое, ты молчишь, когда тебя открыто критикуют за то, что ты делаешь правильно. Подруга говорит там, что ты там строго воспитываешь ребенка своего, хотя твой ребенок там самый послушный и воспитанный. Коллега тоже считает, что ты слишком придирчива там к документам, хотя, например, благодаря твоей тщательности там на работе нет проблем с проверками. Ты уже все поняла, ты уже все проанализировала. У тебя есть четкая позиция по любому вопросу, но вместо того, чтобы делиться своими выводами, ты просто держишь рот на замке. У тебя в голове такое: зачем спорить, да? Если я и так знаю, как все закончится. И в итоге люди принимают неправильное решение, хотя ты могла их там предостеречь, да, как минимум. Что боишься проявить в себе? Ну, знаешь, ты боишься показать, что ты в людях разбираешься очень хорошо. Я бы сказал, даже лучше любого там психолога. У тебя есть дар видеть людей там насквозь. Ты сразу понимаешь, кто врет, кто играет, кто чего хочет на самом деле. Но ты скрываешь эту способность, потому что ты боишься прослыть стервой. Да, это именно так. Еще ты знаешь, боишься там свою способность проявить, там людей счастливыми делать. А ты умеешь найти нужные слова, чтобы поддержать. Ты умеешь там праздники так организовывать, чтобы, вот как говорится, никто в сторонке не сидел и всем было весело. То есть умеешь создать такую атмосферу, в которой люди там расслабляются и становятся добрее. Но что ты делаешь? Ты этот талант прячешь. Тебе кажется, что если ты там покажешь, какая ты на самом деле мудрая, там теплая, да, то люди начнут от тебя там требовать много. И проблемы свои валить на себя. А то и вообще там постоянно совета просить, поддержки, помощь. А ты ж не потянешь такую нагрузку. Поэтому что ты делаешь? Ты молчишь. Ты знаешь, ты боишься стать человеком, которому все идут решать проблемы. Потому что ты знаешь, если ты один раз покажешь, на что ты способна, люди уже не отстанут. Будут звонить, как говорится, в любое время дня и ночи. Приезжать без предупреждения. Считать тебя там личной спасительницей. Поэтому ты просто специально ведешь себя попроще, чем ты есть на самом деле. Вид делаешь, что ты не замечаешь очевидных вещей. Притворяешься, что все равно тебе. Когда на самом деле ты переживаешь за людей. В каких моментах соглашаешься, чтобы не обидеть? Ну, знаешь, вот из-за страха показать свою мудрость ты соглашаешься работать больше всех. Когда там, как сказать, какой-нибудь романтичный коллега там предлагает сделать работу там по-красивому, да,
то ты понимаешь, что это означает кучу дополнительной работы, но что ты делаешь? Ты соглашаешься, потому что ты не хочешь выглядеть занудой, которая думает только вот о практичности, да? Мужик у тебя хочет там дома романтический ужин устроить. А ты знаешь, что это значит? Это день готовки целый день, уборка, сервировка, вот это все свечка зажигательства. Потом еще мытье посуды, да, в час ночи. Но ты улыбаешься и говоришь: да, любимый, конечно, дорогой, я люблю тебя, мой усик-пусик. Потому что ты боишься показаться неромантичной. Подруга тебе вместе бизнесом предлагает заняться там, рукоделием, да, например, там, или там что-то продавать, или поехать просто в путешествие, то ты сразу просчитываешь там все риски и понимаешь, что это все авантюра, что основную работу будешь делать ты, а проблемы будут общие. Но ты что делаешь? Ты соглашаешься, потому что пессимисткой не хочешь быть. И тобой так крутят. Это твоя, как назвать-то, педалька, что ли, вот как объяснить? Твое ахиллесова пята, твое слабое место. Тобой можно вот так рулить, как вот этой, как его, Пьеро, Буратино, Карабас-Барабас. Ниточками же это забыл, как называются эти куклы-то. Ну, кукольные такие, ты поняла. Марионетки, вот. Зная это все, тобой можно управлять как марионеткой. Потому что что? Ты всегда боишься сказать, что это глупая идея. Даже тогда, когда действительно идея глупая. Боишься объяснить, да, почему что-то не получится, даже когда знаешь, что это не получится. Ты потом вкалываешь в поте лица, потому что кто-то что-то придумал. Чтобы, как говорится, не прослыть человеком, который убивает чужие мечты. Почему? Ответь мне. Ты должна выполнять чужие мечты. Что мешает заявлять о своих чувствах? Страх полного краха. Тут по-другому не скажешь. Ты вот думаешь, что если начнешь открыто говорить, что думаешь, что ты друзей потеряешь, да, то ты там работу потеряешь, мужик уйдет, все отвернутся от тебя. И ты как будто одна совсем останешься. И вот этот ужас перед полным крахом, он тебя парализует. Но при этом в тебе горит огонь перемен. Тебе хочется жизнь новую начать, где ты будешь правду говорить, мнение свое отстаивать, конфликтов не бояться. Где вот люди будут ценить тебя не за вот эту покладистость, да, а за ум и честность. Но ты не знаешь, как это сделать без потерь. И что получается? Ты застряла между старой жизнью, которая тебя душит, и новой, которая тебя пугает. Ты знаешь, что нужно что-то менять, но ты боишься сделать этот первый шаг, потому что этот шаг может там к катастрофе привести. И все твои отношения развалятся, да, если ты перестанешь быть удобной. Это ты так думаешь, я имею в виду. Тебя мысль пугает о том, что придется все сначала начинать. Там работу новую искать, где там ценить твое мнение будут. Отношения новые там с людьми, которые не боятся твоей правды. Друзей заводить, которым там настоящие ты будешь, а не твоя роль вечно соглашающейся девочки. Но знаешь что? Вот этот страх полного краха, он удерживает тебя в жизни, которая уже мертва. Ты существуешь, не живешь. Ты боишься потерять то, что на самом деле ты уже потеряла давно. А это у нас что? Это уважение к себе. Обязательно приходи в проживание арканов, ты это все проработаешь. Ну а мы переходим к третьему варианту.
троечки-затейницы. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я куда-то не туда не ушел, чего-то не забыл. И первый вопрос: где ты молчишь, когда говорить нужно? А ты знаешь, ты по картам молчишь. Знаешь, когда? Когда все к чертям летит. Когда там на работе проблемы, все бегают, не знают, что делать, а у тебя в голове уже там есть четкий план действий. Ты видишь, что все паникуют, делают там, как говорится, лишние движения, время впустую тратят, а ты знаешь, ты сидишь и молчишь. В семье тоже. Родственники ссорятся, ты молчишь. Ты понимаешь, как всех помирить, как там разделить этих спорящихся, да? Или подруга у тебя в истерике рассказывает, как мужик изменил, какой он козел, какой он плохой. И ты знаешь, что и делать дальше, но ты не говоришь. Ты слушаешь, киваешь гривой и все. А молчишь, потому что у тебя дар есть. Людей чувствовать. Ты понимаешь, что сейчас человеку нужны там не советы, а поддержка, что там в стрессе люди там не слышат логики. Им выговориться нужно. Поэтому ты включаешь вот этот режим «я тебя понимаю». И поэтому даешь людям выплеснуть эмоции. Проблема в том, что ты застряла в этой роли. Ты так привыкла быть тем человеком, которому приходят поплакаться, что ты забыла, что люди нуждаются не только в жилетке, но и в советах. Твое молчание они, знаешь, как воспринимают, как вот согласие с их действиями. А потом удивляются, почему ты их не остановила, да, в тот или иной момент. Что боишься проявить в себе? Знаешь, из-за того, что ты стала только слушателем, ты боишься показать свое разочарование в людях. А ты реально устала от того, что все приходят к тебе с одними и теми же там проблемами. Подруга там в 500-й раз уже на одного и того же мужика жалуется. Коллега в 500-й раз не может принять какое-то решение. Еще кто-то ноет. Ты хочешь им всем сказать, вот, знаешь как, хватит ныть, что-нибудь делайте. Ты боишься показать эту злость. Ты думаешь, что если ты раздражение свое покажешь, то люди поймут, что ты не такая добрая, да? Ты боишься, что узнают, что тебе тоже бывает плохо, что ты тоже устаешь от вот этих проблем чужих. А еще знаешь, чего боишься? Свою мечту проявить. Чтобы вот, например, кто-то о тебе позаботился. Это твоя мечта. Ты скажешь, я $1 миллион хочу. Нет. Деньги – это процесс, это дорожка к цели. А хочешь ты на ручке. Тебе вот хочется, чтобы там кто-то просто так спросил, как дела у тебя? И прям реально выслушал в ответ, а не вот это «все нормально». Чтобы кто-то предложил помощь, не дожидаясь просьб, это твоя мечта. Чтобы кто-то заметил, что ты устала. Такой сказал: отдыхай, я все сам сделаю. Это твоя мечта. Но ты боишься в этом признаться. Потому что тогда рухнет твой вот этот образ сильной леди, которая всех спасает, которой все нипочем. Люди привыкли, что ты их опора. И если ты покажешь, что тоже нуждаешься в поддержке, то они растеряются. Они не будут знать, как с тобой общаться. В каких моментах ты соглашаешься, чтобы не обидеть? Вот из-за страха показать разочарование ты соглашаешься на глупые затеи. Вот именно тогда, когда ты можешь четко объяснить, почему это хреновая идея. Например, там подруга решила там свой какой-нибудь проект замутить, да? А ты сразу видишь все подводные камни, видишь, что не получится. И знаешь, что он провалится, что время потеряете, деньги. Но ты соглашаешься, потому что не хочешь, как говорится, пессимиздеть. Да,
Или мужик тебе в отпуск предлагает съездить, в который ты там, не можешь себе позволить. Ты знаешь, что потом придется в долги влезать, экономить на всем, отказываться от каких-нибудь там трат. Ты соглашаешься, потому что боишься выглядеть там скучной в его глазах. И вот ты соглашаешься именно в тех случаях, когда твое «нет» может спасти все. Когда твоя честность, она могла бы предотвратить проблемы как минимум. Но ты что выбираешь? Быть милой, быть полезной. Но это не полезность, это крах. А потом ты мучаешься, глядя, как люди ошибки делают, которых можно было избежать, и которых ты знала, что эти будут ошибки. Что мешает о своих чувствах и правах заявлять? Тут знаешь, постоянная борьба с людьми. Ты просто устала спорить с теми, кто не хочет тебя слышать. Каждый раз, когда ты например, пытаешься высказать свое мнение, начинается вот этот, куриный базар, как по-другому сказать? Да куриный базар я назову. Люди не обсуждают твои аргументы, они нападают на тебя. Говорят зануда, пессимиздюк, или ты вечно всем недоволен. Вот это прям, тебя этим на место ставят. А еще тебя держит зависимость от мнений этих людей. Ты боишься, что если ты скажешь правду, то они обидятся, перестанут с тобой общаться, и это вся хрень. А тебе же нужно их одобрение, их присутствие в своей жизни, даже если они используют тебя как жилетку для слез. Ты знаешь, я бы твою ситуацию назвал капкан. Капкан собственной доброты. Это твоя ситуация. Ты создала себе репутацию человека, который никогда не откажет. Всегда поможет, всегда поймет. А теперь ты боишься эту репутацию потерять. Ты думаешь, что если начнешь «нет» говорить, то люди решат, что ты изменилась, ты стала неудобной. Знаешь, девочек много в проживании арканов. И большинство проблем, что ими манипулируют в плане, то, что ты изменилась в худшую сторону. Ой, я думал, что ты не такая. Но они это прорабатывают. И держит тебя страх остаться одной. У тебя в голове как? Лучше иметь 100 токсичных друзей, чем не иметь никого. Лучше быть полезной, чем быть ненужной. Поэтому что ты делаешь? Терпишь неуважение, обиды проглатываешь, молчишь, когда орать хочется. А люди этим пользуются, потому что знают, что ты никуда не денешься.